Зеленский выдвинул требования Путину отказ от части Украины. РФ согласна на условия Киева. Заявление о скором мире и новый удар Трампа по Банковой. Что заявил на этот раз? Украина готовится к выборам и референдуму. Кто может стать новым президентом? Как проголосуют уехавшие? Назван план. Приговор за дырявую границу. В РФ бросили за решетку того, кто помог ВСУ зайти в Курскую область. Предатель в системе. В окружении Путина нашли крота. Слиты данные американцам. Спецоперация ФСБ. Детали. Аресты в Санкт-Петербурге. Наручники наброшены на сторонников Зеленского. Как молились за ВСУ под носом у силовиков. Перестрелка в центре столицы, разборки в Берлине, а также новые правила жизни для граждан Казахстана. Кто и почему останется без работы? Об этом не только, досмотрите. Друзья, всем привет, это «Время Прядко», коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Нужна ваша поддержка, прямо сейчас нажмите лайк, поделитесь этим видео на своих страницах в соцсетях, а я начинаю. Приговор за дырявую границу между Россией и Украиной. В российском Курске бывшему депутату Курской области Васильеву дали 5,5 лет колонии общего режима с ограничением свободы на 1 год за растрату государственных средств. Общий ущерб по делу превысил 150 миллионов рублей, сообщает пресс-служба судов Курской области. Деньги выделялись на строительство фортификационных сооружений на границе с Украиной, но шли мимо. В суде Васильев признал свою вину и заявил, что хочет загладить вину и пойти на фронт. И суд, похоже, согласился на предложение Васильева. Приговор в законную силу пока не вступил, сказано в публикации суда. Гражданский иск, заявленный РО «Корпорация развития Курской области», удовлетворен в полном объеме. С осужденного, солидарно с ранее осужденным Синьговским в ИИ, взысканы денежные средства в размере 152 миллиона 800 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил. После приговора жена осужденного Светлана Васильева добровольно сложила полномочия депутата Курского городского собрания. Заявление уже на столе у руководства горсовета, пишут российские СМИ. Губернатор Курской области Хинштейн написал в своем телеграме, что это единственно верное решение. По его словам, ранее Васильева активно поддерживала супруга, пытаясь прикрыть его от закона. Россия отрезает Украину от Польши. Войска РФ наносят серию ударов по железнодорожной ветке Киев-Ковель, соединяющей две страны. Сначала был атакован поезд, затем ремонтная бригада. Позже удар пришелся по железнодорожному мосту. Прошлой ночью целью стало локомотивное депо, говорят в ВСУ, и уточняют, что все удары направлены на одну логистическую линию – ветку Киев-Ковель, ключевое звено. По оценке, звучащим в ВСУ, главная задача – остановить работу этого маршрута. Украинские аналитики считают, что дроны хоть и заходят со стороны России, однако управление ими, по утверждению известного в Украине эксперта по системам радиоэлектроники и связи, осуществляется с территории Беларуси. Чтобы потом все не охали и ахали, как с мостом в Маяках, нужно защищать РЭП и зенитными дронами эту железнодорожную ветку. Нужно средствами РР официально подтверждать работу пунктов управления шахедами из Беларуси и выносить это все на СНБО. До момента защиты этой ветки поезда грузы и пассажиры находятся в зоне риска. В ночь на 27 декабря основной точкой удара стал Киев. Сначала атаку совершил флот РФ. Из акватории Черного моря полетели калибры, а дальше комбинированный обстрел с суши, с воздуха, баллистика и кинжалы. Украинские мониторинговые каналы писали, что в Киеве и области под ударом как минимум 5 энергетических объектов. Прилеты были зафиксированы и в других городах Украины. Сообщалось об экстренных отключениях электроэнергии, перебоях и масштабных вспышках, которые озаряли небо Киевской области. Украина начинает масштабную подготовку к выборам и всеукраинскому референдуму. В партии Зеленского «Слуга народа» заявили, что в рамках потенциального мирного плана обсуждается 90-дневный сценарий, который включает одновременное проведение выборов президента Украины и всеукраинского референдума. По словам председателя фракции Арахамии, 30 дней могут отвести на подготовку и создание законодательной базы, еще 60 дней на избирательные процедуры. Арахамия отметил, что президентские выборы администрировать проще, чем парламентские. При этом он предупредил о главной угрозе – низкой явке, которая может дать оппонентам аргументы о нелегитимности. Отдельно он указал на проблемы с участием украинцев за границей и внутренне перемещенных лиц. А среди вариантов решения назвал голосование в несколько дней или гибридную модель. Речь о том, что украинцам могут предложить голосовать как онлайн, так и офлайн. В таком случае нам придется решать: либо проводить голосование в течение нескольких дней, либо возвращаться к идее гибридного голосования с использованием онлайн-механизмов. Я, как человек в прошлом связанный с IT, до сих пор не понимаю, возможно ли онлайн-голосование или нет, поскольку слышу множество абстрактных страхов. Однако сейчас мы проводим онлайн-совещания, у нас есть онлайн-голосование в комитетах,
И я хорошо помню, что ровно такие же страхи звучали и тогда, когда эти механизмы внедрялись. Напомню, в Украине на днях опубликовали результаты опроса «Социс», который проводился с 12 по 18 декабря. Главной темой были выборы. Если бы они прошли сейчас, то в первом туре Зеленского поддержали бы 21,6% украинцев, экс-главкома ВСУ Залужного 29%, на третьем месте оказался бы глава украинской разведки Буданов. При этом, если бы состоялся второй тур, то Зеленский пролетел бы. Например, у Зеленского было бы 36% против 64% Залужного. А если Залужный не участвует, во второй тур с Зеленским выходит Буданов. И Зеленский снова проигрывает 44% против 56%. Отмечу, что никто из заявленных пока не говорил о готовности баллотироваться. У украинцев готовы спросить, что делать дальше и как быть с территориями. Зеленский готов вынести мирный план Трампа на всеукраинский референдум. При этом Киев выдвигает требования Москве. Путин должен пойти на условия Киева и согласиться на прекращение огня. Временное, минимум на 60 дней. Об этом пишет издание Axios. Автор материала уточняет, что во время предстоящего визита Зеленского в США, который состоится 28 декабря, украинская сторона будет обсуждать территориальный вопрос. Но Зеленский уже не исключает территориальных уступок, отказа от части Украины. Американская сторона считает большим шагом вперед то, что Зеленский готов провести референдум и больше не исключает территориальных уступок. Но, как подчеркнул Зеленский в телефонном интервью, проведение такого плебисцита сопряжено серьезными политическими, логистическими и безопасностными осложнениями. Именно поэтому он считает прекращение огня на 60 дней для организации и проведения голосования минимумом. Еще один из вопросов, который будет обсуждаться на встрече Трампа и Зеленского в воскресенье – продолжительность соглашения. США предложили гарантии безопасности на 15 лет, которые могут быть продлены. Зеленский считает, что нужно больше. При этом Киев дает понять, большинство аспектов двусторонних соглашений между США и Украиной уже согласованы и оформлены в виде 5 документов, хотя возможно добавление 6-го. В Украину могут приехать Уитков и Кушнер, но Зеленский ждет на украинской земле и Трампа, чтобы тот внес ясность касательно соглашения. Тот 20-пунктный план, над которым мы работали, на 90% готов. Наша задача сделать так, чтобы все было готово на 100%. Это непросто, и никто не говорит, что это сразу будет на все 100%. В России же сделали громкое заявление, решение о мире максимально близко, но говорить о сроках окончания войны не приходится. В МИД РФ дали понять, никакие дедлайны не помогают реальной работе. При этом рубеж пройден. Я думаю, что 25 декабря 2025 года останется у нас у всех в памяти как рубеж, когда мы действительно приблизились к решению. Но от нас, от нашей работы, от политической воли той стороны зависит, сможем ли мы сделать последний рывок и выйти на договоренность. РФ согласна на условия Зеленского, пишет Axios со ссылкой на американских чиновников, которым известны детали переговоров. Речь о временном прекращении огня для проведения референдума в Украине. Американская сторона поддерживает идею прекращения огня для проведения такого референдума. Однако логистика будет сложной. По словам высокопоставленного представителя США, россияне, ранее выступавшие против прекращения огня до окончательного соглашения, согласились с тем, что перемирие необходимо для проведения референдума. При этом Украина настаивает на 60-дневном перемирии, тогда как Россия может требовать более короткий срок, отметил источник. Напомню, что буквально 9 дней назад Путин давал понять, готов отдать приказ, чтобы Россия не била вглубь Украины, но на время выборов. И уже поздно вечером, 26 декабря, Трамп дал интервью изданию «Политика» и дал понять, холодно относится к инициативам Зеленского и не спешит поддерживать 20-пунктный мирный план. При этом американский президент считает, что у него все пройдет хорошо, как с Зеленским, так и с Путиным. «У него ничего нет, пока я это не одобрю», — сказал Трамп. «Посмотрим, что у него есть». Заявления президента подчеркивают, в какой степени судьба Украины зависит от того, удастся ли убедить Трампа, что Киев готов пойти на достаточные уступки, чтобы удовлетворить президента, который временами демонстрировал готовность склоняться в сторону России, если это приведет к окончанию войны. И пока Украина и Россия решают, как быть дальше, западная пресса публикует планы США на земли России, в частности, на природные ресурсы. Wall Street Journal пишет о больших планах Вашингтона. Для переговорщиков Трампа, миллиардеров Уиткофа и Кушнера, Россия представляется прежде всего страной широких бизнес-возможностей. Также они надеются, что возвращение России в мировую экономику не только принесет прибыль американским инвесторам, но и поможет стабилизировать отношения Москвы с Украиной и Европой, пишет автор. Однако аналитики рынка
Запада настроены скептически. Говорят, деньги не потекут рекой в США после того, как Вашингтон снимет санкции с российской экономики. А опытные американские инвесторы в России уверяют, в этих условиях существует риск потерять активы и даже оказаться в тюрьме. В России переписываются условия сделок, изымается собственность, и Запад рассматривается с глубочайшим недоверием, уточняет издание. Россия – это не изумрудный город и не Эльдорадо, говорит Чарльз Хёкер, аналитик по геополитическим рискам, проработавший 4 десятилетия в Советском Союзе и России. Размер потенциальной выгоды меньше, чем кажется некоторым. Спецоперация в Санкт-Петербурге. Наручники наброшены на руки сторонников Зеленского. Они молились за него. Россми пишут, полиция города пресекла собрание, как утверждается, проукраинской псевдорелигиозной организации, которая именует себя «Школой единого принципа». В публикациях говорится, что участники этой организации обсуждают на своих собраниях ход войны и проводят молебны за здравие Зеленского. И даже якобы есть график о круглосуточных молитвах о защите россиян от мобилизации. Полиция, всем оставаться на своих местах. Предъявить документы для проверки. На видео видно, что в зале сидят десятки человек. На вопрос правоохранителя, кто старше, ему отвечает женщина, которая представляется как Даутова Ольга Борисовна. Она объясняет, далее цитата, «Школа единого принципа учит нас любви, как жить по светлым принципам». Потом полицейский спрашивает, где была основана школа, и женщина говорит, в Украине. Телеграм-каналы «База» и «Мэш» сообщили, что всех участников задержали, но после опроса отпустили. В отношении них проводят проверку по статье Уголовного кодекса о фейках об армии РФ. Позже Россми также опубликовали аудиозапись молитвы за Зеленского. Далее небольшой фрагмент. Архангел Михаил, апостолы Христовы и все святые, молите Бога о нас. Защитите Владимира Зеленского и команду и всех защитников Украины. А в Израиле окончательно нашелся другой сторонник Зеленского – Тимур Миндич, которого в Украине подозревают в масштабной коррупции и госизмене. Журналисты «Украинской правды» более 2 недель искали Миндича и обнаружили в пригороде Тель-Авива. Там, просто на пляже, фигурант дела Мидас ответил на некоторые вопросы украинского издания. Миндич заявил о большой медийной атаке против него и отказался комментировать юридическую составляющую дела Мидас. Он отрицает, что когда-то давал какие-то указания бывшему министру обороны Украины Умерову. По словам Миндича, аудиозаписи, обнародованные НАБУ по разоблачению коррупции в Энергоатоме, это вырванные из контекста разговоры. Еще будут новые пленки, увидим, что обнародуют дальше, сказал Миндич. Также он уверяет, что с Зеленским давно не общался. То есть меня назначили виновным. И сегодня, все ко мне, что хотите. Сегодня, миллион вещей ко мне просто приписывают, там, где не то, что я не был, а и не знаю. Например? Я не буду говорить факты, чтобы сейчас не ухудшить свою позицию и так не очень легкую, правильно? Ага. Я сегодня нахожусь в Израиле, я сегодня перевез свою семью и нахожусь под большим давлением. Предатель в системе. В окружении Кремля нашли утечку в ведомстве Лаврова «Крот». Секретные данные слиты американцам. Спецоперация ФСБ в самом центре российской столицы. Россия заявляет о жестком сроке – 12 лет колонии строгого режима бывшему сотруднику МИД России Арсению Коновалову. Его признали виновным в государственной измене за передачу секретной информации разведки США. Российская сторона публикует кадры задержания. Пользователи соцсетей обращают внимание на изменившееся в секунду лицо Коновалова. Сергей Сергеевич, Федеральная служба безопасности задержан по подозрению в государственной измене. Знаете, что произошло? Да, телефон наш, пожалуйста. У вас один телефон? Да. Все, так, руки. Давайте. По версии ФСБ, Коновалов был задержан еще в марте 2024 года. Следствие утверждает, находясь в длительной командировке в США, он инициативно и за деньги передавал американской стороне сведения, ставшие ему известными по службе в МИД РФ. Помимо 12 лет за решеткой, Коновалову придется заплатить штраф в 100 тысяч рублей. Еще год ограничения свободы он будет иметь после освобождения. Решение пока не вступило в законную силу. Стрельба в столице, открыт огонь, тревожная атмосфера в самом центре Германии. В Берлине ранены 2 полицейских, задержаны 8 подозреваемых. Инцидент произошел накануне в одном из спальных районов города. Как сообщают немецкие СМИ, в полицию обратилась жительница многоквартирного дома. По ее словам, несколько молодых людей устроили дебош на лестничной площадке. Когда правоохранители приехали, дебоширы набросились на них. В руках одного из мужчин был предположительно нож. С целью самообороны полицейский выстрелил в этого мужчину, ранив его в ногу. Его увезла скорая. Представитель полиции Якубовский заявила,
Оба сотрудника полиции также были доставлены в больницу и нуждаются в медицинской помощи. Как это принято во всех случаях, когда полицейские при исполнении служебных обязанностей применяют табельное оружие, расследование взяла на себя следственная группа по делам об убийствах полиции Берлина. Теперь ей предстоит установить, был ли выстрел оправданным. Не дружишь с технологиями, останешься без работы. В Казахстане новые правила трудоустройства. В правительстве страны анонсировали, что вскоре в госучреждениях будут работать только сотрудники, которые успешно закончили курсы по искусственному интеллекту. По словам министра искусственного интеллекта Казахстана Жаслана Мадиева, человек не сможет занимать должность на госслужбе, если не пройдет обучение или не обладает необходимыми навыками. Мир меняется, и государственная служба должна быть компетентной, высокоэффективной и бороться с бюрократией, говорят в профильном ведомстве. Однако не уточняют, как именно ИИ поможет искоренить бюрократию и некомпетентность. Напомню, в Казахстане уже запустили курсы по обучению ИИ и нейросетям. Сейчас их посещают около 50 тысяч чиновников. Население страны скептически относится к нововведению. Пользователи сети пишут, что сначала казахстанским чиновникам не мешало бы привести в порядок свой естественный интеллект, а потом уже браться за искусственный. Друзья, всем спасибо за просмотр, хорошей вам субботы. Не забудьте поддержать мою работу лайком, подпиской и комментарием. До встречи уже завтра.